Финал недели моды в Париже запомнился многим яркой коллекцией осень-зима 2022-2023 модного дома Кинзо, которая стала успешным дебютом нового креативного директора компании Ниго. В фэшн-индустрии его знают в первую очередь как основателя стритвир бренда. Так что парижский подиум теперь стал свидетелем рождения обновленной версии Кинзо, которую сам модельер озвучил как веселую, красочную смесь уличной и высокой моды, иногда с легким западным акцентом и намеками на традиционную японскую одежду. Показ устроили в знаменитой галерее Вивьен, расположенной совсем недалеко от штаб-квартиры компании. Действо привлекло множество поклонников марки, да и не только. Внутри здания бушевали настоящие страсти. Папарацци из кожи вон лезли, стараясь заснять всех знаменитостей, и охрана чуть ли не боем расчищала подиум. Щедрым жестом Ниго снабдил своих гостей красно-белыми одеялами, отмеченными логотипом бренда, и, кстати, большинству они очень пригодились. Когда все зрители наконец успокоились, на подиуме появились первые модели. Как вы уже смогли заметить, друзья, стартовала совместная линейка мужских и женских образов с уютных клетчатых мотивов, где за основу был взят теплый шерстяной плед с традиционной бахромой по краю. Далее Ниго насыщает коллекцию разнообразными цветочными узорами. Можно сказать, цветы – это вся суть Кинзо. В массовом сознании данный факт закрепился еще с появлением легендарного аромата марки. Знаковый отпечаток соцветия мака смело расположился на джинсовой одежде, роскошными бутонами в самых разных сочных красках распустился на платьях, рубашках, брюках, жилетах и даже на обуви. Удивительные флористические узоры в виде цветка сакуры и нежной розы украсили куртки-бомберы и теплые свитеры. Предшественника Ниго на посту креативного директора бренда в свое время критиковали за то, что он сбросил со счетов большинство визуальных находок основателя марки, пощадив лишь тигровый принт, который был до крайности растиражирован на свитшотах. Новый дизайнер переселил тигра на бейсбольные куртки в кутюрном духе и вязаные свитеры, аккуратно добавил цветочный рисунок по ткани. А это, согласитесь, друзья, уже что-то новенькое. Сегодня модельер ловко обыграл все классические темы Кинзо. Раньше дом моды славился великолепным портновским мастерством. Но вот уже лет 10, как эта слава померкла, поэтому тем большего восхищения заслуживают старания дизайнера, предложившего в новой модной линейке костюмы в полоску, комбинированную клетку и стильные комплекты из необработанного темно-синего денима с контрастной строчкой. Дизайнер немало поработал с архивами бренда. К силуэтам прошлых коллекций он добавил современное звучание, виртуозно объединив японскую чувственность с парижским стилем. Так, на подиуме появились элементы уличной моды в дуэте с классикой. Всевозможные парки здесь сочетались со строгими брюками. Светлые двойки окрасились в наивный узор. Одежда в спортивном стиле носилась с романтическими платьями, а укороченные пуховики, косухи, вязаные жилеты и шарфы дополнили общую картину. Яркий экспериментальный трикотаж, смесь рабочей одежды и базовых вещей в стиле преппи, традиционная японская вышивка – все это собрано очень тонко, хоть первое впечатление после просмотра – это нереально красочная для холодного сезона цветовая гамма оттенков. Отдельного внимания заслуживают аксессуары – грандиозного размера кепи, береты, теплые вязаные панамы, объемные перчатки, узкие галстуки, ремни с акцентной пряжкой и всевозможные по форме декору сумки. Я думаю, коллекция удалась. Отдавая должное ДНК бренда, дизайнер очень точно уловил атмосферу и настроение того прежнего Кинзо. Модные образы понятные и легкие, без всех этих многочисленных смыслов, которыми принято перегружать сейчас каждый показ. Да, не все здесь можно назвать точным попаданием в яблочко, но в целом это хороший старт для новой главы в истории дома моды. С интересом жду ваше мнение, друзья, в комментариях. Не поленитесь черкнуть пару слов, а также поставить лайк и подписаться на мой канал, если вы все еще не подписаны. Приятного просмотра, хорошего дня и нескучного, солнечного настроения!